Всем привет, дорогие друзья! И сегодня у нас на обзоре не очень обычный, возможно, не очень в тему этого канала видос, но, тем не менее, посмотрите его, пожалуйста, возможно, вам это нужно. Потому что вот этот девайс, клавиатура, MIDI-клавиатура, но это не совсем обычная MIDI-клавиатура, это MIDI-клавиатура Aricase IO, и вот это IO на самом деле это важный момент, который, возможно, вам и нужен. Итак, с самого начала, что такое Aricase IO? Это MIDI-клавиатура в первую очередь, но эта MIDI-клавиатура, она достаточно специфическая. Она произведена конторой, которая называется IK Multimedia, и эта клавиатура предназначена для того, чтобы подключаться напрямую к iPhone, чтобы напрямую подключаться к Mac, к любому компьютеру, и у нее есть целая куча дополнительных преимуществ по сравнению с обычной MIDI-клавиатурой. Кстати, да, если вам обзор на мою родную MIDI-клавиатуру нужен, вы пишите комментарии, потому что есть у меня еще одна клавиатура, MIDI-клавиатура Novation, поэтому мне есть чем сравнивать, и я как раз хотел с вами поделиться такой очень интересной штуковиной, потому что эта штука позволяет вам делать многое. А что она позволяет делать? Давайте начинать. В комплекте с этой штуковиной, с этой MIDI-клавиатурой была сама MIDI-клавиатура непосредственно, два шнурочка, есть еще подставочка для того, чтобы подставлять iPad, iPhone. Вот. И обратите внимание, что вот эти два шнурочка, они специфические, да, они нейтивные, то есть эти шнурочки не подходят от обычной клавиатуры, они не подходят от обычного USB провода, потому что вот здесь какой-то диновский разъем, он такой кругленький. Вот. С другой стороны USB это на первом шнурочке, и на втором шнурочке получается точно такой же специфический нейтивный диновский разъем, и вот такой разъем Lightning. Вы, во-первых, можете подключить эту клавиатуру к iPhone напрямую, и iPhone, вообще любой девайс, станет настоящей музыкальной студией вот в любом месте, практически в поле. То есть вам не нужно с собой тащить даже MacBook, вам не нужно с собой тащить вообще любой ноутбук, компьютер и так далее. Вы можете записывать это дело вообще в поле. И эта клавиатура, она не моя, эта клавиатура принадлежит Елизавете Никоновой. Вот. И эта клавиатура у нее для ее специфических задач. То есть она видеоблогер, она играет на гитаре, музыкант, поэтому всем музыкантам эту штуковину я могу посоветовать в качестве дополнительного девайса, потому что это сейчас очень актуально. Пандемия, все должны чем-то заниматься. И вот интересная развлекуха. То есть если вы закончили музыкальную школу, если вы хотите продвигаться на YouTube как музыкальный блогер, совершенно отличный вариант. Эта клавиатура может подключаться к iPhone. В iPhone практически все те же самые штуковины, которые будут сейчас у нас в этом видео, потому что, в принципе, я буду даже пользоваться тем же самым приложением. Это приложение называется GarageBand. Вот. И это приложение GarageBand, оно на самом деле стоит на всех маках, оно бесплатное. Вот. Но у него есть несколько нюансов, которые не позволяют с обычной MIDI-клавиатурой достаточно удобно ей пользоваться. Вот. Но сейчас я покажу, как эта штука работает, в чем прикол MIDI-клавиатуры с нейтивной поддержкой GarageBand, Logic Pro X. Про Ableton и всякие такие другие программы я не говорю, потому что обычная MIDI-клавиатура с этим работает. Но, тем не менее, с GarageBand и с Logic X есть некоторые заморочки. Вот, и про эти заморочки сейчас тоже поговорим. Вот, потому что клавиатура изначально интересная. На клавиатуре, на клавиатуре 25 полноразмерных клавиш от пианино. Эти клавиши восприимчивы к скорости нажатия на них. Вот. Кроме этого, на клавиатуре есть еще пэды, 8 пэдов, и есть у них, ее тут 8 крутилок. Да, я знаю, что вы считать умеете, и крутилок здесь 5, но тем не менее их 8. Объясню сейчас в процессе работы. Изменение питча, изменение октавы, слайдеры,
сенсорная кнопочка Alt, кнопочка Preset и кнопочка Edit. Вот, эти кнопочки тоже вам будут нужны. И давайте с самого начала. Подключаем клавиатуру. Lightning разъем с iPhone, в принципе, будет все то же самое, поэтому мы сейчас говорим про универсальное приложение GarageBand, и как раз будет проще вам понять, что в принципе это то же самое. Так, давайте подключаем разъем, подключаем клавиатуру. Да, кстати, в комплекте была еще вот такая маленькая красненькая карточка с серийным номером этой клавиатуры. Отдельно на канале Rukadjob я, наверное, расскажу вообще историю этой клавиатуры. Мы с ней попарились немножко, потому что имели неосторожность потерять серийный номер. И вот утеря серийного номера привела к тому, что мы 2 месяца списывались со службы поддержки. И, наконец, служба поддержки нам все-таки восстановила серийный номер клавиатуры. На этой клавиатуре серийного номера на корпусе не напечатано, если что. Вот. А нужен был серийный номер нам для того, чтобы мы скачали плагин, который называется Control Surface плагин. Вот. Этот плагин родной от этой клавиатуры, не подходит больше никаким клавиатурам, и возможность скачать этот плагин есть только владельцам этих клавиатур. Предварительно, получается, мы скачиваем этот плагин, соответственно, его устанавливаем, и в GarageBand и в других приложениях у нас появляются дополнительные функции, которые недоступны другим владельцам MIDI клавиатур. Какие разъемы есть здесь? Разъемы. Кроме разъема для подключения к компьютеру, есть у нее, получается, переключатель с USB на режим работы от батарейки. Да, у нее здесь внизу блок батарейки, 4 пальчиковые батарейки в нее вставляется. И режим выкл. Потом есть разъемчик для блока питания, есть разъем для наушников, есть разъем для джека на выход, на аудио выход, получается, левый, правый. Потом есть кнопочка гейна. Эта кнопочка гейна, она работает вот с этим инпутом. И также есть у нее питание 48 вольт, это фантомное питание для микрофона. Также есть разъем для подключения sustain педали. И вот сейчас давайте как раз и разберемся. Дело в том, что вот эта клавиатура, она является еще и аудиоинтерфейсом. Причем аудиоинтерфейсом она является с инструментальным входом, то есть вы можете подключить к этой клавиатуре любой девайс, например, гитару, микрофон, синтезатор какой-то, если у вас есть. Любое устройство музыкальное вы можете сюда подцепить. Вот. Также у нее есть аудиовыход, то есть вы можете сделать так, чтобы звук с этой клавиатуры было слышно на каком-нибудь рекордере. Кстати, да, сейчас для того, чтобы вам было понятно, я покажу, как подключается рекордер. Вот смотрите, подключаем джек правый, джек левый и подключаем к рекордеру. Вот, собственно говоря, наша музыкальная студия практически готова. Еще какой момент. Желательно, чтобы мы подключили наушники. Так, наушники. Вот у нас теперь есть наушники. Подключаем наушники. Ну и мы практически полностью укомплектованы. Сейчас я включу запись экрана на Маке, и давайте сразу будем параллельно смотреть, что где происходит. Как у нас записывается экран на Маке? Да, экран на Маке у нас записывается при помощи QuickTime Player. Так, запустим QuickTime Player и нажмем запись. Где у нас QuickTime Player? Куда он делся? Вот так вот наводишь бардак у себя на компьютере. Потом фиг что найдешь, а вот он в других почему-то оказался. Так, QuickTime Player запустили. Новая запись экрана. Запись всего экрана. Запись
Вот процесс пошел. И сейчас вы где-нибудь вот здесь, наверное, да, вот давайте так, вот здесь вы сейчас увидите, что у нас будет происходить на экране и что мы будем делать. Включаем еще рекордер. Рекордер позволяет записывать звук не через разъем наушников, то есть можно было, конечно, подключить через разъем наушников рекордер, к рекордеру уже подключить непосредственно сами наушники. Вот. Но нам сейчас это не надо и не интересно, поэтому давайте сразу будем, если что, звук слушать, что получается. Вот, итак, выбираем, получается, здесь темп записи, можем также задать его кнопочкой Tab, то есть, ну, или можно поставить руками больше-меньше. Ну, допустим, давайте поставим 90. Дальше задаем, получается, тональность Si, допустим, мажор, тактовый размер 4/4, стандартный, обычный, устройство входа iRig Case IO25, устройство выхода iRig Case IO25. Соответственно, я звук буду слышать с клавиатуры. Итак, у нас открылось, и здесь мы говорим, что подключили MIDI клавиатуру. Мы попадаем в интерфейс GarageBand, в котором мы можем, в принципе, накидать сейчас какую-нибудь, давайте мелодию накидаем, и чтобы было вам понятно, как это вообще работает. То есть берем какой-нибудь бас, ну, давайте синтезатором, поехали по синтезаторам, что-то у меня в последнее время, вот. Давайте вот с этого начнем. Сделаем небольшую композицию. Обратите внимание, сейчас я туда даже не лезу. Я нажимаю здесь. Опс. Я нажимаю здесь кнопочку Rec. Поехали. Вот мы сделали, у нас получается 2 такта. Эти 2 такта теперь просто, грубо говоря, взяли и зациклили. Ну, так, включить зацикливание. Вот у нас что получилось. Вот обратите внимание, что здесь я нажимаю просто play. Громкость можно чуть-чуть убавить. Вот так, допустим. Здесь, кстати, мы можем сразу отредактировать. Вот обратите внимание, что я начал немножко раньше. Вот эту нотку, но можно лучше подтянуть, чтобы она у нас красиво ложилась. Если вдруг вы ошиблись, вот скажем так, вот здесь возможно, да, смотрите. Может быть, повыше сделайте. Посмотрим. Допустим. Вот сделали первую дорожку. То есть у нас после первой дорожки можно положить какую-нибудь, допустим, ударники. Опять идем в драм-кит или электроник драм-кит. Допустим, возьмем тоже 808. Ой. Опять-таки не понравилось, надо создать новую дорожку. Подключаем MIDI клавиатуру. Здесь говорим опять, что это драм-кит. Допустим, 808. Что-нибудь типа такого. Допустим. На самом деле нам нужно было устойчивый какой-то квадрат. 4, ну, наверное, вот этот. Берем. Вот, кстати, да, вопрос. Квантайзинг. Ведь слышали, да, что я слегонца чуть-чуть где-то не попадал.
Но это у нас нифига ничего страшного. Берем Quantize, говорим, что мы квантизировать. Опять-таки здесь включаем Quantize, тоже 1/16 ноты. Вот оно подровнялось все. И смотрите, что получается. Вот, можно циклить спокойно, да. Давайте зацикливаем. Вот у нас получилось уже еще немножечко. Вот, можно, допустим, сделать немножко жирнее, добавив еще одного барабанщика, но при этом добавить сюда электрического барабанщика. Электрический барабанщик — это у нас секция драмер. Вот, и здесь, допустим, выберем какого-нибудь альтернативного, который тоже играет примерно на таких же барабанах, и посмотрим, что получится. Смотрите. Ну вот, по большому счету, сейчас мы ничего не сделали такого, что не может MIDI-клавиатура. А вот теперь давайте-ка покажу самое интересное. Допустим, мы сейчас хотим поработать с этим басом. И бас мы хотим поменять. Ну, допустим, давайте вот этот бас будем менять. И здесь элементы управления. И смотрите, какое волшебство сейчас будет происходить. Я кручу крутилку. Так. Вот видите? То есть я могу прямо на ходу что-то настраивать и подстраивать под себя. То есть, допустим... Все кнопочки, все кнопы, которые здесь есть, они активны, они работают. И ими можно пользоваться. Давайте-ка. Видите, до какой неузнаваемости можно изменить? Детюн уберем. Так, детюн уберем. Давайте опять. Ой-ой-ой. Собственно говоря, вот преимущество этих штук сразу, то, что есть пады, ну, пады есть, получается, на практически любой клавиатуре, но вот, допустим, то, чтобы эти крутилки в GarageBand работали, я вот такого еще больше не встречал. Дальше. Ничего интересная приколюха. Дело в том, что вот этот прибор еще умеет работать как аудиоинтерфейс, причем туда-обратно. Берем и подключаем. То есть включим. И давайте. Вот мы подключили нашу клавиатуру, гитару. Звука сейчас нет, надо добавить еще одну дорожку. Мы говорим, что подключаем гитару. Типа такого. И давайте попробуем, опять запишем. Кстати, да, по поводу гитары. Когда вы подключаете гитару, у вас есть очень много всяких интересных звуков. И опять-таки, все это дело регулируется у нас. Вот
Смотрите, драйв. Кроме драйва, то есть можно отрегулировать вообще все, что угодно. Очень много здесь всяких настроечек. Давайте что-нибудь сейчас. Опять кнопочку Alt нажимаем, у нас появляется еще дополнительные 4 крутилки. И вот поехали, давайте. Так. Так. Edit. И вот, собственно говоря, смотрите, вначале я немножко проворонил момент, да, то есть и начал, получается, на самом деле с 5-го квадрата. Что мы делаем? Просто обрезаем до начала. Итак, у нас получилась композиция. Мы в этой композиции уже добавили гитару. Вот, давайте добавим еще что-нибудь из гитары совсем другого. Допустим, дисторшн какой-нибудь. Ctrl-Z, если у нас что-то пошло не так. Создаем новую дорожку. Опять добавляем гитару. Делаем дисторшн. Теперь не знаю, так давайте такую, ладно. Это очень долго получается. Типа так. Хорош. Так. Начал я, получается, где-то с... Ой. Цепляем, отрезаем. Где-то здесь. И давайте сейчас правильно сделаем. До конца 5-й. Вот так. И опять давайте зациклим. Выключим, чтобы не шипело. Ладно. Допустим, с гитарой показал.
Но кроме гитары у нее есть еще микрофон. Интересно, как я сейчас буду ночью орать. Ну, давайте посмотрим. Так-то. Ладно, что-нибудь тихонечко шепотом. Что-нибудь тихонечко шепотом. Вот так вот минус писать видосы ночью. Раз, включили микрофон. Так, и здесь добавляем еще одну дорожку. Говорим, что у нас микрофон. Раз. Вот, микрофон появился. Микрофон появился. Вот смотрите, здесь вот есть такая штука, input называется. И здесь надо гейном добить до такого уровня, чтобы оно было раз, чтобы оно моргало желтеньким. Раз. Вот так вот, да. Раз. Вот, и точно так же с акустическим микрофоном, то есть в смысле вообще с микрофоном вы можете выбрать целую кучу всяких интересных пресетов. Раз, два, три, четыре, пять. Вот, Bright вокал, Classic вокал, Compressed вокал. Вот. И точно так же вы можете это все дело, вот видите, регулировать. Вот компрессию побольше. Допустим, низких звуков по эквалайзеру чуть-чуть загасил. Раз. И, допустим, можно немножко высоких добавить. И давайте каких-нибудь амбиенс. О, вот такого плана штучку добавим. Раз. Вот типа так. Так, попробуем что-нибудь сделать. Тихо. Вот типа такого. Сделали тихонечко, максимально тихо, насколько возможно, чтобы жена не наругалась. Да, с микрофоном, конечно, с гитарой тут по ночам не особо посидишь. Ну, чисто с клавиатурой спокойно. Так, посмотрим, что получилось. Вот, и давайте-ка опять зациклим, и чтобы я мог вам показать, какие тут пресеты интересные на вокал есть. Да, кстати, когда вы записываете вокал в GarageBand, то есть вы можете сначала записать, а потом уже накладывать всякие наворочки. Это тоже очень, кстати, прикольно. То, что звук записанный может быть подвержен изменениям в процессе. Да, есть всякие изменения. Так, попробуем еще разок. Вот, собственно говоря, вот так вот вы можете с этой игрушкой быть вообще в чистом поле. Обратите внимание, что у меня ни один сейчас прибор не подключен к розетке, то есть у меня ни один прибор не подключен к сети питания. Соответственно, вы в этой ситуации можете сидеть просто где-нибудь на улице, в горах, в лесу,
где хотите. И вы можете пользоваться вот этим прибором вообще практически на коленке. То есть, причем вместо Mac у вас может быть iPhone. Он здесь вот с полочкой. Полочки, кстати, да, тоже Лиза мне не дала, а я что-то не спросил. Вот. Поэтому, надеюсь, Лиза с этим делом разберется и в ближайшее время порадует нас всякими классными песенками. На этом я видео заканчиваю. Надеюсь, было вам полезно и интересно. Если что, пишите комментарии. Я с этой штуковиной, конечно, поигрался хорошо. Вот. Есть у меня еще одна клавиатура от Arik. Она интересная, но она немножко с другим контекстом. Тоже, но она уже моя получается. Есть еще Novation Launch Key. И тоже интересная клавиатура, и тоже моя. Вот, поэтому в первую очередь сделал обзор про клавиатуру, которая не моя. Ибо завтра отдавать. Ну все. Надеюсь, видео было вам полезным. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте колокольчики. Всем пока.